Hi guys! В этом видео хотел бы поделиться с вами очень важной информацией, которая будет касаться людей, которые только лишь приезжают в Канаду, либо уже находятся в Канаде. Я хотел бы поделиться с вами контактами магазина, который занимается строительной одеждой, то есть для людей, которые работают в констракшене, любого вида направления, если вам нужна одежда, ботинки, то этот магазин на бесплатной основе, на полностью бесплатной, может дать вам вещи, включая также и ботинки с остальным носком, которые, в принципе, в 100% констракшенов в Канаде требуют ботинки с остальным носком для того, чтобы вы работать смогли там. Этот магазин находится в Британской Колумбии, город Ванкувер. Внизу в описании, ребята, я оставлю полностью контакты этого магазина. Хотел бы просто сказать пару слов об этом магазине, так как найти было его проблематично, очень, на самом деле. Он находится прямо в даунтауне в Ванкувере, полностью усеянный людьми с зомбаками. То есть там полностью homeless people оккупировали эту территорию, они там повсюду. То есть если вы туда приедете и увидите вокруг там какой-то апокалипсис или зомби-апокалипсис, то вы приехали по правильному адресу. Изначально, когда мы туда приехали, мы не могли найти этот магазин. Подскажу, он находится на 2-м этаже, вокруг этого всего хаоса, который вы увидите вокруг себя. Сейчас я постараюсь вам несколько фотографий вставить. Также видео у меня есть оттуда коротенькое, посмотрите. Вот люди уже, короче, получили свою дозу. Вот здесь, вот там, где мы были. Working here. Это Ванкувер, детка. Вон там вообще живут, блин, в палатках. Вот, на самом деле жутковато там, видео и камера не передает, когда вы там находитесь, там, то есть люди зависают вообще в пространстве, они стоят, не двигаются, там стоят палатки, кто-то кричит, кто-то что-то бросает, кто-то бутылки бьет, ну, то есть там, на самом деле, атмосферка еще та, поэтому, если вы соберетесь сюда ехать, едьте, старайтесь компанией, не едьте один, потому что, ну, реально вам будет немножко страшно. Также, как я уже сказал, магазин будет находиться на 2-м этаже, на 1-м этаже вам нужно будет найти дверь с домофоном. Она находится возле такого, там есть маленький магазинчик, который работает, там, по-моему, еще смугленький парень там на кассе стоит, вы сможете у него узнать, где вообще вход в этот магазин. Магазин, по-моему, называется Clothing Gear или как-то так, честно не помню, то есть в описании вы увидите ссылку на Google и вы увидите название магазина. Там будет стоять дверь, и вам нужно будет просто ввести домофон, и дверь откроется, то есть поднимут трубку и вам его откроют. Для того, чтобы приехать в этот магазин, позвоните, ребята, заранее и назначьте себе appointment, потому как они работают под закрытую дверь. То есть вы приезжаете, звоните и говорите, я назначился там на 6 или на 7, мы с вами созванивались. Как происходит, ребята, вся процедура вообще получения этой одежды? После того, как вы назначили себе, позвонили в этот магазин, приехали, вам открыли, вы заходите туда в помещение, там вас встречает сотрудник, и этот сотрудник у вас будет спрашивать, для какого вида работы вам необходима одежда, и нужны либо вам, допустим, ботинки. Вы говорите, допустим, вы работаете снаружи, либо вы работаете внутри, на каком производстве, там горящее производство, не горящее производство, так как у них есть одежда, которая защищает там, от воды, от огня, допустим, от пил, которые, если вы работаете, допустим, в лесу на лесопилке, есть специальная одежда, которая не, скажем так, не разрывается. Вот. И вам менеджер поэтапно ходит с вами по магазину, подбирает вам одежду, подбирает вам размер и собирает то, что вам необходимо. Еще такой лайфхак вам подскажу, чтобы вы не тратили время, потому что очень часто у них нет подходящих размеров для вас. Поэтому, когда вы будете звонить на этот номер, скажите сразу, где вы работаете, какого вида рода вам нужна одежда и какой у вас размер. Эти люди смогут посмотреть на складе, есть ли у них эти вещи, какого размера, и, допустим, если у них нет чего-то, либо, не знаю, вот, допустим, у них нет ботинок на вас, а вам очень нужны ботинки, допустим, 10 размера. Позвоните заранее, скажите вам перечень, что вот что вам нужно. Допустим, вам нужно там rain jacket, допустим, да, вам нужны штаны там теплые или не теплые, там, вам нужна жилетка или там каска, нужны очки и ботинки. Вот скажите такой список, допустим, для примера, и скажите свой размер. Если чего-то у них не будет хватать, они вам скажут дату, когда это приедет. И вот под эту дату они забронируют вам визит, и вы сможете приехать в эту дату и забрать все необходимое вашего размера, не тратя на это время. Сейчас я покажу вам, ребята, то, что получили мы, то есть я и моя жена. Я работаю, кто не знает, я реставрирую автомобили, но также параллельно я еще иногда выхожу работать в покраску. И чаще всего эта покраска у меня то есть я крашу дом снаружи. Поэтому то, что у меня было по плану взять, это что-нибудь, какие-нибудь ветровки, какие-нибудь штаны непромокаемые
И также ботинки, потому как у меня ботинки, я работал в своих старых ботинках, и они у меня без стального носка. Моя жена работает в продажах, она продает напольное покрытие как менеджер, но также иногда, когда, допустим, приезжает товар, ей нужно приходить на склад, считать товар, принимать товар, и по правилам безопасности ты на складе должен находиться в специальных ботинках, опять-таки с остальным носком и в жилете, ну и еще идеально в каске. Вот, поэтому для нее точно также взяли те вещи необходимые, которые нужны были ей для работы. Сейчас все вам покажу, расскажу по ценам. Примерно нас обули, одели примерно каждого человека на $500. Сейчас покажу, что это в себя включало. Итак, начнем, друзья. Вот то, что нам выдали, вот такие вот жилеты. Это в основном маленький размер, это, по-моему, S, это M. Это выдали для Юли, так как я уже сказал, она должна находиться на складе в отражающем жилете. Цены на такие вообще жилеты, я смотрел, начинается где-то в районе $50 за жилет. Вот такого плана. Также выдали вот такую вот футболку. Скажу так, что иногда они что-то нам докладывали. То есть мы абсолютно, допустим, эту футболку не выбирали, но они нам ее положили. Не знаю зачем, как, почему, но тем не менее, это вот такая вот обычная футболочка. Цену я не знаю. Ну, вообще, как бы, цены на такие вещи, они, как бы, скажем так, дорогие, потому что здесь вот используются такие отражающие элементы. Поэтому она смело может стоить, ну, не знаю, баксов 25. Вот такой вот жилет выдали мне. Такой жилет стоит от $120, по-моему, я находил в интернете. Если я буду находить эти товары в интернете до того, как я буду монтировать это видео, поэтому они будут выскакивать, я буду вам выводить их на экран, так сказать, в подтверждение своих слов. Естественно, я могу ошибаться в цене, могу называть больше, могу называть меньше, то есть эти цены, которые я называю, они примерные. Они размер XL, но он полностью подходит на меня, так как в основном такого плана жилет одевается уже поверх одежды. Так. Также нам выдали вот такую вот безрукавку. Это обычная тоже футболка, но с коротким рукавом. Опять-таки тоже такая в районе $25. То, что очень мне было необходимо, это вот такой вот, ребята, комбинезон. Так как я работаю в бодишапе, да, то есть, так сказать, СТО, который восстанавливает автомобили, у меня нету униформы, поэтому вот эту униформу я буду использовать как повседневную. Вот, такие вообще в основном костюмы, я смотрел, начинаются от $150 в интернете. Вот, опять-таки, кстати, да, я забыл сказать то, что практически все наши вещи, они от фирмы 3M. То есть, кто знает, из мужчин, я думаю, из ребят, кто занимается строительством, ну, либо, в принципе, когда что-то либо покупал по строительству, знаю то, что 3M это хорошая фирма. Идем дальше, ребята. Выдали вот такие вот штаны, хотя изначально, когда я их померил, я сказал, как бы, что они мне не нужны, они слишком теплые, я попросил себе какие-то потоньше, но мне их все равно отдали, положили. То есть это точно такие же вот, они похожи на лыжные на самом деле, они очень теплые, они непромокаемые, тут есть даже ценник, написано $109, размер XL. Потому как, опять-таки, вы их одеваете чаще всего там на джинсы или еще уже поверх других вещей, скажем так. Вот. Следующие штаны, которые, собственно, мне нужны были, это вот такие вот непромокаемые штаны. Обычные. Они не зимние, они тоненькие. То есть это те, которые я, собственно говоря, и спрашивал. Вот они такие, как из клееночки. И снизу идет, получается, такой пластик. И они не промокают. Вот, собственно, такие штаны мне были необходимы, когда вы красите. И снаружи иногда у нас часто в Британской Колумбии идет дождь. Мне были необходимы вот такие вот штаны. Так, что нам еще? Сейчас, секунду. Также дали, ребята, кепку. Просто так положили сверху в догрузку. И то, что мне еще понравилось, дали защитные очки. Safety glasses называются. На самом деле, не знаю, сколько они стоят. Ну, думаю, баксов 25 стоят. Кепка тоже в районе 10-15. Самое дорогое на данный момент то, что, как бы, мне, ну, точнее, никак не самое дорогое, а самое полезное. Потому как самое дорогое, это, я так понял, это комбинезон был. И самое, то, что нам было необходимо, это ботинки. Дали вот такие вот ботинки. Называется Kin. Это такая известная довольно-таки фирма здесь, в Канаде.
и она дорогая. То есть вот эти ботинки стоят, я находил в интернете, $250, по-моему. Вот. На секундочку достану. Вот такие вот ботинки. И они, ребята, с остальным носком. Вот. То есть вот в таких ботинках вы в Канаде обязаны носить для того, чтобы работать в какой-либо отрасли в строительстве. То есть у вас всегда должен быть металлический носок. Это может быть как кроссовок, бывают ботинки-кроссовки, но они с металлическим носком, бывают вот такого рода ботинки. Ботинки очень качественные, хорошие, дорогие, поэтому будут носиться, мне кажется, очень и очень долго. Эти ботинки идут Юле, потому как ей были необходимы эти ботинки для того, чтобы она спускалась на склады и была в них. Вот такие ботинки выдали мне, так как у нас не было размера кинов. То есть я попросил такие же ботинки, но моего размера их не было. Они сказали, что мы можем вам привезти под заказ. Ну, не под заказ, допустим, они будут, но буквально там через неделю, через две. Типа они сказали, что если вы готовы подождать, если вы хотите подождать, вы можете оставить свои контакты, и мы вам перезвоним, когда приедет новая партия, просто подъедете, заберете ботинки. То есть не было такого, что типа вот мы вам не дадим или дадим. Они выдавали то, что у них по факту есть на данный момент. Вот. То, что у них было на данный момент, это вот такие вот ворк-ботинки, ворк-бутсы. Выглядят вот так вот. Также они с металлическим носком. Такие, по-моему, я находил в интернете, они, по-моему, от $100 стоят. Тоже отличные ботинки, абсолютно, как вы видите, все новое. И, ну, тоже, мне кажется, такого рода обувь будет носиться очень-очень-очень и очень долго. Еще хотел бы добавить, кто может полагаться на эту как бы помощь, кто может приезжать и получать эти все вещи. Любой украинец может приезжать и получать это все. Это может быть как женщина, так и мужчина, если вам это необходимо. Просто скажите, какого рода деятельностью вы занимаетесь, по поводу вообще документов, что они проверяют, что нужно вам иметь с собой. Они не смотрят ни паспорт, ни какие-либо у вас документы, ни work permit, ни SIN, ничего не нужно. Вы приезжаете, заранее делаете appointment, после того, как вы получили одежду, вам выдают бланк с формой, которая там простая, вам нужно написать имя, фамилию, и там легкий опрос будет по тому, как, насколько вы там рады магазинам, насколько он вам помог, и, допустим, когда вы готовы выйти на работу, если вы уже получили эту одежду, нужно ли вам еще что-то для того, чтобы, допустим, выйти на работу, либо поддержать вас как-либо. В общем, такой маленький опросник, вы его заполняете и оставляете его там. Никакие документы вы не показываете, ничего. Еще также хочу добавить то, что когда я там был, то я видел то, что и канадец приходил, и ему также выдавали одежду. То есть это магазин работает, не думайте, что он работает только на Украину, только для украинцев. Получают эту одежду. Нет, это получается, они как волонтерская организация, которая предоставляет эту одежду тем людям, которые в ней нуждаются. Вот и все. То есть пришел канадец, он сказал, где он работает, он сказал, мне нужно то-то, то-то, то-то. Он, конечно, был более навязчивый, можно так сказать, то есть он четко говорил, что ему нужно. Если мы там как бы такие ходили, стеснялись, не знали, что нам выбрать, такие, ну, можно это, может быть то, может быть это, то он приходил, он так, типа, мне надо то, мне надо еще это, он там пальцы загибал, ему подходили, приносили все это дело. Вот, то есть, не знаю, может быть, он просто, в общем, не знаю, вот такой момент, то, что получают и канадцы тоже эту помощь. В завершении хочу сказать тем людям, которые будут писать в комментариях, что мы типа обворовываем Канаду, то, что она тратит такие сумасшедшие деньги на нас, а мы это все берем бесплатно. Хочу вам сказать то, что вы абсолютно не правы в этом плане. И каждый работающий человек, который приехал, в основном это мигрант, да, поначалу, ему необходимо вот стартовый какой-то толчок получить. И по поводу денег скажу так, что большинство друзей, допустим, которых я знаю, приехали, они все практически работают легально здесь, и мы все платим налоги. Так вот, $500 в месяц я плачу 100% каждый месяц. У меня получается больше $500 я плачу налоги в государство. Поэтому, собственно, и создана эта программа для людей от государства, потому как они прекрасно понимают, чем быстрее мы нарядим человека, чем быстрее мы его выведем на работу, тем быстрее он начнет возвращать, скажем так, наши инвестиции в него. То есть $500 на самом деле, как я уже сказал, это 1 месяц работы с человека государство получает налогами. Поэтому не нужно писать этот бред по типу того, что мы получаем много и ничего взамен не отдаем. Мы отдаем
в 2, а то и в 3 раза больше с лихвой, так сказать. Поэтому я считаю, для людей, у которых не хватает на данный момент денег, или это на самом деле очень дорогая инвестиция, одеть себя на работу, потому что действительно это занимает около $500, чтобы выйти на работу. В начале, на старте это очень-очень тяжело сделать. Поэтому пользуйтесь, друзья. Я надеюсь, что эта информация была полезна. Спасибо большое Жеке за то, что он подсказал, где находится этот магазин. Жека, привет, если ты смотришь это видео. Благодаря ему, собственно говоря, и получилось мне узнать об этом магазине и поделиться с вами, снять вам это видео и получить также эту одежду для меня. Поэтому спасибо, Жека, большое. Всем спасибо, берегите себя, друзья. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!